Как усилить фундамент? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Как просто и дешево усилить фундамент? Сразу после окончания строительства почти любой дом выглядит красивым и прочным, но проходит некоторое время, а точнее пару раз лето сменилось зимой и обратно, да еще лето было дождливым, а зима морозной, и по стенам пошли трещины. Двери и окна закрываются и открываются с трудом, крыша потекла. Наиболее вероятной причиной этих неприятностей является разрушение фундамента. Хозяин начинает понимать, что требуется усилить фундамент, при этом просто и дешево. Причины разрушения фундамента. Наглядными признаками необходимости ремонта фундамента являются просадка всего здания, просадка его участков, появление трещин в стенах и цоколе здания, трудности с закрыванием и открыванием окон и дверей в результате перекоса здания. Причин появления этих неприятностей много. Это могут быть ошибки, допущенные при расчете фундамента, изменение механических характеристик грунта во время строительства, а у этих событий имеются свои причины: отсутствие стока воды из-под дома из-за плохого дренажа, из-за разрушенной или плохо выполненной отмостки, разуплотнение грунтов и масса других подобных причин. Сам материал фундамента крошится из-за того, что в теплое время года он впитывает воду, а в морозы промерзает, и лед разрушает бетон. Варианты восстановления фундамента. Вариантов существует много, но выбор в каждом конкретном случае должен быть обоснован инженерными и экономическими соображениями. Надо попытаться смоделировать поведение здания после реконструкции фундамента. Вполне возможна ситуация, что дом строился на насыпном грунте. Может быть, пришлось выравнивать площадку, может быть, грунт площадки не устраивал строителей своими характеристиками. С течением времени такой грунт обязательно даст неравномерную просадку. Все, что на этот грунт опирается, начнет разрушаться. В этом случае необходимо укрепление самого грунта. Один из действенных способов укрепления грунта называется инъекционным. Суть этого метода именно в том, что грунту под домом делаются инъекции. В участках грунта, которые вызывают подозрения, нужно просверлить под фундамент наклонные скважины. По ним под большим давлением в грунт закачиваются специальные укрепляющие растворы на основе портленд-цемента, микроцементов, силиката натрия, жидкого стекла, битумов, смол. Состав этих растворов подбирается в соответствии с результатами геомеханического анализа структуры грунта. При застывании растворы расширяются, заполняют все поры, трещины и пустоты в грунте, уплотняют слабый и рыхлый грунт. Таким образом создается новый геомассив. Другой способ предполагает укрепление разрушенной ленты фундамента, созданием вокруг нее кирпичной или железобетонной обоймы. Для этого рядом с хорошо очищенной лентой фундамента насыпается и утрамбовывается подушка из щебня. На этой подушке делается кирпичная кладка или в опалубке заливается бетонная стенка. Со старым фундаментом новую обойму нужно связать арматурными прутьями. Способ дорогой, но очень эффективный. В последние годы популярность завоевали винтовые сваи. На них лучше всего сразу поставить новый дом, но можно их использовать для реставрации фундамента старого дома. Имеется два варианта применения винтовых свай. Можно ввинтить их наклонно под дом, затем их головки обвязать профильной балкой, швеллером или двутавром. А можно сваи ввинтить по периметру дома, дом приподнять домкратами. У противоположных свай головки связать балками и на них опустить дом. Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычных железобетонных свай. Старый разрушенный ленточный фундамент можно заменить на новый монолитный железобетонный. Для этого дом приподнимается на домкратах, старый фундамент разрушается, под домом вяжется каркас из арматуры, устанавливается опалубка, в которую заливают бетон. Бетонные колонны, монолитные, пустотные и ребристые плиты перекрытий, фундамент и фундаментные плиты защищают и ремонтируют с помощью углеволоконной сетки. Материал состоит из армирующего слоя, определяющего механические характеристики материала, прочность, жесткость и деформируемость. Матрица связующего обеспечивает монолитность материала, передачу напряжений в армирующем материале и стойкость к внешним воздействиям. Этот материал не увеличивает вес всей конструкции, не требует проведения сварочных работ, прост в монтаже. Заключение по ремонту фундамента. Ремонтные работы часто бывают сложнее нового строительства. Надо сохранить и не испортить внешний вид дома и его эксплуатационные характеристики. Иногда ремонт приходится делать без отселения жильцов, но современные технологии, инструменты и приспособления позволяют со всеми трудностями справиться.
Хорошо, если работу выполняют профессионалы, но иногда ее можно сделать и своими руками. Только при этом нужно подробно изучить все методы и способы решения предстоящей задачи и неукоснительно следовать инструкциям, и тогда все получится. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.